Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такие интересные серьги. Мне кажется, они выглядят очень нарядно и вполне возможно могут украсить ваш новогодний наряд. Все необходимые материалы, как обычно, находятся в описании под видео. Там же в описании видео находится ссылка на мой плейлист с уроками по основам фриволите иглой. Если вы только начинаете работать в технике фриволите, то я советую вам сначала посмотреть этот плейлист, а затем вы смело можете возвращаться к этому мастер-классу. Если вы уже выполняли вот эти серьги-гвоздики из моего предыдущего мастер-класса, то я думаю, вам будет очень легко выполнять и сегодняшние серьги, потому что схема, по которой я складывала этот мотив, она точно такая же. Я изменила количество узелков в дугах и в кольцах, добавила бисер и использовала не вот эту сторону как лицевую, а ту, которая у нас здесь с изнаночной стороны. Но она здесь не видна, потому что мы ее закрыли. А в этих же серьгах это будет лицевая сторона. Перед началом работы мы должны нанизать нужное количество бисера на нить. Для одной сережки мне понадобится 45 бисеринок. Смотрите, чтобы бисеринки были более или менее одинаковые. Если вы видите, что какая-то бисеринка выбивается, слишком большая или слишком маленькая, то ее лучше убрать. Нужное количество бисера я нанизала на нить. Теперь заправляю нить в иглу. Оставляю небольшой хвостик, так как мотив будет маленький. И выполняю первое кольцо. Сначала набираю 12 узелков фриволите. Далее подтягиваю 9 бисеринок и буду выполнять чередование. Добавляю бисеринку, выполняю один узел фриволите, следующую бисеринку, узел фриволите, и таким образом я буду добавлять 9 бисеринок. Обратите внимание, когда я добавляю бисеринки, следующий узелок я делаю прям поверх этой бисеринки, как будто бы, смотрите, вот я бисеринку кладу, и теперь ниточку я прям завожу вот так над этой бисеринкой. И бисеринки у меня укладываются немножечко под углом. Так, 9 бисеринок у меня добавлено, и теперь я завершаю еще одним узелком. То есть после последней бисеринки у меня идут 2 узла фриволите. Теперь закрываю кольцо.
Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем дугу из 12 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Повторяем кольцо и дугу еще 3 раза. То есть всего у нас должно получиться 4 кольца и 4 дуги. Я уже выполнила 4 кольца и 4 дуги. Теперь нам нужно эти кольца сложить следующим образом. Мы будем второе кольцо продевать через первое снизу вверх. Так как здесь есть бисер и по ширине это кольцо вот так просто не пройдет, я его сложу пополам. Вот так. И теперь буду продевать через первое кольцо. Теперь я его распрямлю. Заворачиваю его к третьему кольцу. Третье кольцо складываю пополам и провожу его через второе, тоже снизу вверх. Выравниваю кольцо. Повторяю все с последним кольцом. Теперь выполним последнее кольцо. Набираем точно такой же набор узелков и бисеров, как мы до этого выполняли для колец. Теперь нам нужно отрезать нитку, которая идет к клубку. Оставьте примерно 40 сантиметров. Проходим иглой через набранные узелки. Петельку основания мы оставляем. Кольцо пока не затягиваем. Теперь вот эту цепочку, которую мы с вами выполнили, проводим через последнее кольцо снизу вверх. И вытаскиваем рабочую нить. То есть у нас обе наши нити сейчас вот здесь. Теперь иглой проходим
под дугой, которая у нас была в самом начале. Вот смотрите, вот у нас первое колечко с бисером, и от него идет дуга. Вот через эту дугу снизу вверх проходим этой цепочкой. Также вытягиваем рабочую нить. Подтягиваем цепочку. И вот эта петелька, которая у нас осталась у основания, должна быть вот здесь. Теперь нам нужно цепочку эту расположить таким образом, чтобы закрыть кольцо. То есть вот у нас есть петелька, и от нее должна идти цепочка. Потихоньку начинаем затягивать цепочку, но смотрите, чтобы эта петелька у вас все равно у основания оставалась. И проходим иголкой через петельку у основания. Но при этом убедитесь, что цепочка у вас расположена. То есть внешний край должен быть снаружи. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Нам осталось выполнить последнюю дугу. Набираем 12 узелков. Проходим иглой через узелки. Здесь петелька у основания нам не нужна, потому что это дуга. И теперь вот так вот у нас расположена дуга. Проводим ее через вот это кольцо слева, снизу вверх, вместе с рабочей нитью. И присоединяем ее к самому началу. Вот здесь, где у нас от первого кольца идет дуга.
Затягиваем дугу и выполняем узелок. Сейчас я узелок этот затяну, отрежу ниточку и опалю кончики. Теперь расправляем работу и выравниваем наши кольца. За счет того, что кольца находят друг на друга и бисер накладывается тоже друг на друга, у нас вот эти вот лепесточки получаются такими волнистыми. Для того, чтобы выполнить симметричный цветочек, то есть чтобы лепестки закручивались в другую сторону, нам немного по-другому нужно складывать нашу работу. Вот мы выполнили 4 кольца и 4 дуги. Поворачиваем их таким образом, чтобы дуги были сверху. И теперь точно так же складываем первое кольцо поверх второго, второе складываем пополам и проходим им через первое снизу вверх. Заворачиваем второе к третьему и проходим третьим снизу вверх. Вот таким образом заворачиваются кольца. Сравните. Здесь кольца идут как бы налево заворачиваются, а здесь направо. Теперь набираем последнее кольцо. Ниточку, которая идет к клубку, от клубка отрезаем. Проходим иглой через узелки. Оставляем петельку у основания. И теперь будем проходить через кольца. Я разверну работу таким образом, чтобы лицо было сверху. И вот смотрите. Вот у нас петелька. Можно ее придерживать. Теперь проходим через вот это кольцо снизу вверх. Вытягиваем рабочую нить. Теперь вот здесь у нас есть дуга, самая первая. Вот она. Через нее снизу вверх протягиваем цепочку
вместе с рабочей нитью. Нам надо убедиться, что эта петелька у основания, она находится вот здесь, с лицевой стороны. И только теперь проходим через нее. Выполняем узелок. Набираем 12 узлов риолите для последней дуги. Проходим иглой через узелки. Теперь через вот это кольцо сверху вниз. И теперь присоединяемся вот к этому кольцу. Вот сюда. Я вновь выведу иглу на ту сторону, чтобы затянуть узелок. Подтягиваю дугу и выполняю последний узелок. Я отрежу ниточки, подпалю этот узелок, выпрямлю работу и будем с вами крепить швензы. Берем цепочку. У меня этот кусочек 8 сантиметров. И таких мне понадобится 3 штучки.
Теперь мне понадобится вот такое соединительное колечко. Я его раскрываю и надеваю на него вот эти кусочки цепочки. И теперь вот это колечко я присоединю . За вот эту дугу раз. Вот сюда. И через соседнюю вот так. Видите? То есть я прошла под вот этой дугой, а потом под вот этой. Закрываю кольцо. Теперь дело за швензой. Швензу я цепляю вот здесь напротив есть дуга. Вот так. Вот такие интересные нарядные серьги у меня получились. Выглядят они очень нарядно. На камере, мне кажется, не передать весь их блеск. Я очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под этим видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!